Удивительно точным ходом король b6. Каспаров заставляет Хикару Накамуру в попыхах искать спасение. Удивительная партия между Гоатом Гарри Каспаровым и Хикару Накамурой, сильнейшим блицором всея Руси, галактики Пангеи, начинается ходом d4. Именно эту партию я вам покажу, так как Гарри Каспаров через несколько недель возвращается в большие шахматы. Накамура отвечает кониной на f6, c4, e6, и на доске у нас защита Арона Немцовича, жителя Уссурийского края. Между Каспаровым и Топаловым будет сыгран опупительный матч в начале следующего или в середине следующего месяца. Так что баттл обещает быть серьезным, будем посмотреть и разобрать. Итак, в этой партии встретились лицом к лицу Каспаров Накамура. Да ладно. Ферзь c2 сюда аккуратненько по теории развиваемся. И я решил эту партию вспомнить, так как эта партия носит в себе поучительные моменты, красивейшие решения. Ну и, конечно же, почему нет? Главный аргумент. d5 Накамура отвечает по центру, надо брать этот центр. Ханинка пошла, скинул на c4, ферзь c4, b6, чтобы закарванить чернопольного слона. Хоботом постреливать на коня f3, на ладейку g2, там на h1, куда только можно туда Накамура и будет постреливать. А как вы думали, h4 Гарри Кимович начинает эпическую злоебучую атаку на позицию хикарнутого короля, и этот отвечает ходом c5, пора парировать центр, вроде бы как отдает в жертву пешку, в жертву каспаровским готам. Если, допустим, затырить пешку на поле c5, Накамура будет своего коня с темпом развивать. И если Каспаров решит засунуть ферзя сюда поглубже, Накамуре нападая на ладейку а8, ладейка на b8, потом вот сюда слонинка, и ферзю надо отступать. Неуютненько вообще, нихуя вот здесь по этой позиции, ребята. Если ты впервые на моем канале, подпишись. Мудозвон шахматный на связи. Привет вонючим нарезчикам на ТикТоке, которые пиздят мои партии. Кто смотрит на ТикТоках, ребята, давайте сюда на ютубчик. Итак, мы разобрались с вами, почему пешку на c5 брать нехорошо. Конечно же, Каспаров далеко не первый месяц в шахматах. По рейтингу немножко выше, чем у Накамуры, хотел сказать через букву S, но не буду, захейтили меня в предыдущем видео, где Накамура был главным героем. Поэтому воздержусь от эпитетов, метафор в адрес Накамуры. H5 Каспарович надвигает своего пихунделя, будет шатать кабину Накамуры. Кабина Накамуры немножко огрызается, чтобы не было никаких там H6, или если засунет H6 Каспаров, это будет прикольно. Но G4 следует. Если здесь не засунул, есть еще вторая дырка, можно B5 войти. Если там не получилось, то там получится. Ферзь D5, пора. Учуял неладное, прижал хвоста, Накамура решил запетросянить своего ферзя, аккуратненько разменялись, в эндшпиль перешли. Кстати, можно продолжать вроде бы как вот эту вонючую атаку. Здесь на этой доске сегодня все будет вонять, не только пешки, кони, слоны, разноцвет у нас будет полупокерный, все как вы любите. Каспаров продолжает свой гнилой движ ходом g5, напал на пешку а6, надо меняться, слон g5 и f6 Накамура засунул хоботом по хоботу. Сказал: пацан, свали отсюда, пока ноги целы. Пихундель здесь злой, осторожно, во дворе злая собака. Пихундель еще более злой, поэтому слон все понимает и отступает на поле c3. Конина сюда, напрашивается какой-то ход e4, я бы без раздумий уже бы задвинул. Как жених первую брачную ночь. Но Каспаров ладейкой на c1, слабака вот этого на c5 надо выкурить. Конь d4, Накамура пытается взамен вот этого взятия, если вот сейчас вот здесь, клацнуть. Кстати, так было в партии. Накамура решил, что он если сдвоит вот эти вот пешки по линии f, то будет по приколу, будет хорошо. Но на самом деле лучший ход в этой позиции вместо взятия вонючего конь педальный мог сюда стать. На b3 атаковать ладейку и слона. Что же
же это давало? Это что-то давало, ребята. Например, если ладья c2, e5, не обязательно слона брать, e5, слон f5, угроза поймать вот эту вот ладейку, но она там не ловится, но все равно ничего себе. Ход мог бы быть серьезный, ход-пароход, я считаю. А как считаешь ты, можешь выразить свое авторитетное мнение в комментариях. Я все читаю, и субтитры вы меня уже заехали. С вашими субтитрами неужели сложно нажать на кнопку и вырубить их? А если врубить, тоже нажми на кнопку, как вырубал, так и врубай. У меня уже глаз сипается от ваших субтитров. Но Накамура решил, что сдвоить Гарику здесь на линии F будет лучшим приключением, чем не сдвоить. Лучше сдвоить, чем не сдвоить. И подарил Каспарову 2 слона на день рождения. Вот тебе мой подарок. Хорошо, Гарик сейчас будет этим подарком пользоваться. Самый полезный подарок в квартиру твоему другу — это бензопила. Начинается у нас лютый расколбас эндшпильный, который немножко тебе должен бы как бы понравиться. Оценка позиции плюс 1,7. Выводит Каспаров свою ладью по 4-й горизонтали, и куда-то есть желание ее засунуть. Я бы уже двинул пешку А6 где-то там в вариантах, но я не Каспаров и никогда им не стану. А вот так вот позвездеть на ютубчике, я считаю, можно. Звездеть, не мешки ворочать. Ладья b8 и b4 надо засунуть. А6, ходом А6 Каспаров. Накамура подготавливает ход слон b5, чтобы выменять одного из слонов, и это у него благополучно будет получаться. Ладья d4 Каспарим, аккуратненько. Остается только слона на c4 засунуть и предъявить претензию коню на поле d5. Спросить, как там дела. Не желаете ли вы ливнуть с этого царского поля? А за конем уже слон отступать некуда. Слон b5 на тебе подменять, чтобы на c4 никуда оно не стало. И лучшим ходом в этой позиции я бы сыграл, конечно, слоном на поле h3, чтобы напасть на пешку h6. Но Каспарову виднее, он пихает взад пешки на поле f3, чтобы аккуратненько двинуть его вперед и опять доебаться до коня на поле b5, d5. Ладья e8. Накамура превентивно защищается от слона h3. Молодец. Сильным ходом f4 Каспаров показал, что он готов шатать коня на поле d5, а за конем стоит ладья, а за ладьей не стоит нифига. F5 Накамура задвигает, еще сильнее усугубляет свою позицию. Теперь немедленное взятие коня не дает ничего. Если сейчас забрать на поле d5, например, Накамура вздернет это дело пешкой, король отступит на d1, и тогда слон c4 баба-мандарин. Укрепился на d5, все хорошо, можно играть против Каспарова дальше. Но Каспаров же не просто так свои доллары зарабатывает. Лучше было бы сыграть сначала слоном на e3. Никуда бы этот вонючий конь не делся, так как за ним стоит ладья. Качество зевать нежелательно. Но Каспаров играет аккуратненько, слон f3 выпускает немножко свое преимущество. Но тут еще будет. То ли еще мы с вами увидим. Король h7 побежал Накамура в туман. Слон c3. Куда-то зачем его подставил, этого непонятного слона. Но и Накамура, вместо того, чтобы с ладьей на c8 подменяться, можно было бы подменяться вот так, угрозу этому слону нарисовать. Король d2, можно было бы тогда тащить катку. Забрал, например, в вариантах. И спокойненько король h6 себе сыграть, конь f6, потом забрать пехунделя и пытаться тащить эту катку от лица Накамуры. Но Накамура ладья e7 поднимает удивительный, красивейший ход. Что может быть лучше, чем ладья e7 от Накамуры в блиц против Каспарова? Батя пошел вперед на d2, опять прикол от Каспарова, да что ж такое, ладья d8, и наконец-то конина падает, Каспаров позарился на пешку, остается в разноцвете, разноцветный эндшпиль и, казалось бы, полная ничья, но на то Каспаров и год. Best of the best на планете Земля Галактика когда-то был, сейчас уступил это место Вагнусу Карлсену, а тот, в свою очередь, тоже кому-то должен уступить это место. Не знаю, пока не видно никого, кому бы это он уступал. Напиши свои варианты в комментариях. Ходом король e3 Каспаров продолжает бороться за победу в этой партии.
G6 аккуратненько, надо как-то разменять проходного. А6 засунул Накамура с угрозой, что Каспаров заберет черными фигурами пешку. Так, Накамура и забирает, король d4 пошел вперед. И вот, ребята, внимание, имея 2 минуты на часах, сила мастера в конце показал мастер-класс, сыграл король h5. Тем самым, по сути, выкинул в мусорку свою партию, все, что нажил непосильным трудом. Можно было бы поднять очко и затащить против Каспарова. Лучшим ходом, конечно, являлось бы вот сюда, потом сюда, потом сюда. И на король b6, слон b5 просто себе сыграть. Если а4 пешка, можно ее будет бахнуть и на взятие сыграть просто сюда. Беря под контроль поле А8, батя сюда подсуетиться, на С7 встать или С8, и все хорошо. Но ёпр СТ. Что-то пошло не по плану. H5 сыграл Накамура, настоящий профессионал эндшпильной игры. Что мы будем говорить? Король c5, король g4, пошла мамасита или батя пошел. И вот здесь критический момент в этой партии, где в принципе все свершилось. Каспаров подумал. Сколько он там подумал? Да несколько секунд он подумал и просто на эрекции поднял этот ход король b6. Лучший ход в этой позиции, который заслуживает твоего лайка. Напоминаю, тиктоковские нарезки вы фуфло. Хватит тырить у меня видео. Смотрите на ютубе. Мудозвон шахматный. Глубочайшая эндшпильная комбинация. Если брать пешку на f2, конечно же, мы берем на a6. Поэтому это нифига, ребята, не спасает. А если защищаться вот здесь, как было в партии, Каспаров молниеносно поднимает ход а4. Брать на а4 плохо, так как теряется пешка на a6 и пешка b5, b7, b8 проходит в депутаты. Но если брать на f2, нифига не получается, b5 идет в депутаты. Надо как-то пытаться остановить, но не остановишь ты тут уже ничего. Нападать на слона нет никакого смысла, ни морального, ни оригинального. Слон c1, король d1, слон b2 просто тогда было бы. И если он сюда, сюда, железо, бетон на g5 получается, и король идет брить пешки на g6 и на f5. Поэтому Накамура, как же я хочу сказать через букву S, играет слон f1. Каспаров двигает пешку b5, АБ, король f2, и все. Можно сдаваться, но Накамура еще не сдается. Он еще тянет этого вала куда-то там. Слон c1, Каспаров, мандарин. Король d1 пошел, слон а3, король d2. И точным ходом слон e7. Каспаров заявляет, что он еще может набить кабину любому шахматисту всея Руси, галактики, Пангея. Остается ему сыграть только слон g5 и просто провести ферзя. Если, например, бабушка премьер-министр, тогда слон g5 и все, и как бы и полные дрова тухло и зад, ребята, получается. Король подходит сюда. Вот так вот может партия закончиться. Туда-сюда. Короче, в депутаты идем. Сюда. Пошел. Вот так вот партейка может заканчиваться. Вот эта вот партейка. И просто новый фейс. Что тут вам объяснять? Подписка, лайк, смотри предыдущее видео. Ждем Махача, Каспаров, Топалов и другие шахматные турниры наблюдаем. Держим руку на пульсе Накамуры.